Всем привет! У меня сегодня для вас пересадка, она будет неоднозначная. Сейчас я расскажу, что за орхидея. Это за орхидея зимняя вишня, которая в домашних условиях не цвела никогда. Я ее покупала в отцветающем состоянии. Корней было в посадке достаточно много, но сейчас я вам показываю, что происходит. Корневая система в основной массе в горшке потеряна. В результате чего? Эта орхидея прошла множественные обработки после атаки клещом. Помните видео Лас-Вегас, который вот Гоут мой, он был поражен клещом. Я вам показывала эту историю, да, где яркие проявления повреждений после поражения клещом. Как определить? Я вам много-много всего это поясняла и показывала. И вот здесь рядом стоящий получил... Естественно, клещ, он все, где растение, пораженное клещом, стоит, обрабатывайте все, вплоть до поверхности, где орхидеи стоят, вплоть до жалюзи или шторы, все нужно обрабатывать, все протирать. Как правило, я опрыскиваю спиртом эти места, вначале протирая все с мылом, а потом спиртом опрыскиваю. Вот, и это многочисленная история по обработке от клеща. Что произошло в дальнейшем? Вот когда я обработала эту орхидею 4 от клеща, я ее обрабатывала. Сейчас буду перечислять. Первое – это Дельцит, второе – это Аберон Рапид, Вертимек. Вот такие вот составы, то есть я их меняла, я чередовала. И очень часто мне рассказывают, и девчонки мне сколько раз пишут, многочисленные обработки от клеща не очень хорошо влияют на растения. Я с вами абсолютно соглашусь, потому что акарициды – это те препараты, которые имеют контактно-системную форму. Есть контактники, есть контактно-системные, которые защищают растения на уровне движения соков, да? Вот. Есть непосредственно те, которые только контактно влияют. Вот. И эта орхидея дала пропажу корней. Вот сейчас вот здесь даже есть такой выжелтевающий листочек. Вот здесь я потом посмотрю, убрать его, не убрать. Конечно, я понимаю, что этот процесс не остановится. Вероятно, его нужно будет убирать. Но все покажет корневая система, что там сохранилось. Здесь эта орхидея после того, как в горшке стали пропадать корни, она дала множественные выжелтевания нижних листьев. Как я вам говорила, все-таки я замечаю, что существует у орхидей яростность питания листьев. Старая корневая система отвечает за питание нижних листьев. Собственно, почему и происходит. При пропадании старой корневой системы пропадают нижние листочки. Причем это происходит массово. Один за другим или одновременно. Вот здесь на орхидее ушло, по-моему, 4 листа. Вот, я это дело видела, но я пока ее не трогала, дала ей возможность войти в вегетационный период. Она вот у меня буквально недавно раскуклила корешок, и она стала активно растить вот этот листик. Он тронулся в рост достаточно динамично в течение 10 последних дней. И поэтому я хочу пересадить сегодня эту орхидею. Всю предысторию я рассказала, корневая система будет подпропавшая, но меня это не страшит. У меня сейчас есть шикарный состав грунта в варианте 3 ферма. Я потихоньку снимаю и вам рассказываю. И я вам покажу. У меня есть результаты шикарнейшие. Одно видео уже выходило на канале. Я покажу, как чувствуют себя орхидеи после пересадки. Это горшочек трещит. После пересадки в триферн спустя 7 дней. Вы знаете, обнадеживающая история, сумасшедшая для меня. Вот именно та добавка, которую я долго-долго искала. Для того, чтобы корневая система, которая идет в посадку орхидей, она не пропадала, а чтобы она действительно сохранялась и начинала здорово, активно работать, питать орхидею. Так, сейчас будем смотреть. Ну, кора здесь хорошая, но вот в результате того, что, ну, состав, я когда брызгала, кстати, акарицидами, я пробрызгивала и грунт, потому что это нужно делать. Это такая зараза клещевая, которая откладывает в слой грунта, в том числе кладки ненужные. Так, сейчас я отрезаю эту плохую корневую, показываю все как есть. Не показываю вам там, допустим, только вау, шикарные результаты. Есть результаты, которые у меня тоже происходят, случаются в результате каких-то изменений, обработок, катаклизмов. Переохлаждается, бывает, корневая система, а бывает, знаете как, перегревается. Вот у меня даже тоже такое бывает.
Ну, в принципе, вот только нижние дали сбой, а все остальное, сейчас мы будем смотреть, что убирать. Шейка здесь получается, ну сколько сантиметра? От сюда до сюда сантиметров 5. Нижний кончик я вот так уберу. Так, дальше. Больше ничего, я только чисто механически сейчас подзачищу вот эти вот пропавшие корни. Можно тяжи, кстати, оставить. Я вам показывала, что я тяжи оставляю. Слушайте, у нее была шикарная корневая система. Вот вам обработки. Ну, я, по крайней мере, списываю это на обработки. Кстати, вот эту орхидею я еще и бором один раз проливала. Как-то мне на канал приходили некоторые отзывы от тех людей, которые тоже один раз или несколько раз полили бором растения. Но несколько раз поливать нельзя. Я вам снимала видео на эту тему, да? Вот, и дважды ко мне приходили отзывы людей, то, что уцененные, нет, растения, которые стали восстанавливаться, которые на наращивании корней находились, вот они пропали, вот эти молодые корешочки у восстанавливаемых растений у одной женщины. Она мне написала, и вторая мне написала, что тоже полила бором, и корневая система у некоторых орхидей дала сбой, пропала. Я вам могу сказать, что вот все орхидеи, которые я поливала бором, я специально пошла смотреть на те орхидейки, которые проливались этим моносоставом. Я вам могу сказать, из пролитых, наверное, штук 15 орхидей я пролила моносоставом единожды, один раз. 0,3 грамма на литр воды разводится, и проливала орхидеюшки. Вот из 15 пролитых орхидей, по-моему, только 2. Вот это, и еще сейчас точно не помню, дали вот какое-то такое многочисленное пропадание корней. Ну вот у этой орхидеи, конечно, я все списываю на вот эти многочисленные обработки, потому что, ну, как-то мне по наблюдениям эта история близка. Вот. Еще что важно сказать, что вот если проливаем бором, нужно пролили, оставили на 15 минут, и потом всю водичку с этим моносоставом удалить, для того, чтобы не пропала в дальнейшем корневая, потому что вот длительное воздействие этим микроэлементом тоже может пагубно отозваться на состояние корневой системы, потому что специфика строения корня орхидей, ну, она нам с вами ясна и вполне понятна. Немножко тут тяжей вот осталось, буквально чуть-чуть, все остальное здесь хорошо. Что я дальше буду делать? Ну, я вижу, какая корневая, какой объем грунта мне взять. Если есть какие-то сомнительные корни, сухие, но они абсолютно сухие, те, которые уже не способны нанести орхидеи вред, я их оставлю, вот, для того, чтобы все-таки в вот этом составе грунта с триферном, я вот вижу, что я точно буду добавлять триферн в посадку для того, чтобы мне заблокировать возможную какую-то разрастающуюся инфекцию в посадке у этой орхидеи, потому что триферн очень хороший имеет антибактериальный эффект. Так, все, здесь все. Видите, вот корневая дала сбой. Ну, конечно, тут немного, но тем не менее, они пропали. Старые корни, она вообще у меня не цвела, я ее даже, видите, не пересаживала. Она хорошо себя чувствовала, но как-то вот все недосуг ей было цвести. Я убрала все остатки от старых чешуечек. И сейчас, вот знаете, как хорошо, что у меня есть такие экземпляры. Для того, чтобы действительно протестировать по полной этот вот наш волшебный компонент, который с недавних пор я стала использовать для вот таких вот орхидей, которые требуют наращивания корневой системы. Я уберу листики, 2 листа. Все-таки решила убрать. Ничего страшного, мне нужно сделать низкую посадочку, вот в уровень шеи уйти, там, где корни хорошие, чтобы их начать вводить в систему посадки, чтобы они там начали активно развиваться и расти. Так, и второй. Ну вот второй, вот что здесь могло пойти не так, посмотрите. Так, растущий корешок, я прям вот зацепила уже его. Нужно аккуратно с растущими корнями. Вот видите, то ли это последствия
восседание тут клеща. Вот, ну-ка дайте-ка посмотрим. Потому что они выедают ткань, и она начинает... Ну да, здесь ткань выедалась клещом. Слава богу, здесь еще минимальные проявления, я вам могу сказать. Вот, поэтому иногда я делаю так, смотрите, частично убираю листочек. Если мне там что-то не понравится, то я его полностью уберу. Но иногда вот так делаю. Знаете что? Все-таки я принимаю решение его убрать. Укорачиваю, развожу в разные стороны и также в разные стороны оттягиваю листики. Иногда здесь нужно вырезать вот эти места для того, чтобы обойти корешок, чтобы его не повредить, когда листик снимаем. Вот так. Сняла листики. Мне не очень нравится вот внешний вид вот здесь. Я, видите, уже скальпелем немножечко счистила. Крайне аккуратно, не надо туда лезть срезом. Я вот чуть-чуть буквально вот здесь сняла. Здесь была такая подсушенная ткань. Почему я начала это делать? Потому что я знаю, как проявляется начальный процесс инфицирования. И запах соответствующий идет. Вот думаю, снять этот лист или нет. Но его тоже можно будет снять. Посмотрим. Так, смотрите, что я сейчас хочу сделать. Вот состояние вот врастания старого цветоноса. Сейчас покажу. Вот здесь мне тоже не нравится темная какая-то. Знаете, вот в данном случае я не придираюсь. Что меня сейчас заставляет вот так вот глубоко обследовать растения? Объясняю. Запах. Все хорошо, сверху хорошо. Снимаю вверх, и там чисто. Все отлично. Мне не нравится запах вот этой части орхидеи. Вот здесь. Вот эта кочерышка. Поэтому, хотя здесь вот эти корни располагаются, которые все-таки можно пробудить, но я эту кочерышку хочу убрать. Я понимаю, что сейчас вы скажете, кто-то, кстати, будет за, кто-то будет против. Но я всегда делаю так, как чувствую. Так, берите нам вот... Чтобы были, слушайте, ничего себе, одеревенела, как она. Вот корешочки, которые я выкину. Ну и что я вам могу сказать? Мои ощущения меня никогда не подводят. Видите, какая шея? Вот эта зараза способна по стволу подниматься вверх. Поэтому я еще сейчас буду отрезать. И с чем она у меня останется, с тем останется. Здесь говорят, не до жиру быть бы живу. Поэтому какие-то корни у нее есть отличные. Сразу резко ничего не срезайте. Давайте мы начнем вот в этот уровень выйдем. Сейчас посмотрим, что там. Буквально 3 миллиметра еще укорачиваю. Сразу не срезайте, постепенно, чтобы лишнего не убрать. То же самое. Вот не зря я по запаху определяю. Вот видите? Вот это плохо. Вот это плохо. Поднимаемся выше. Сейчас у меня получится, что орхидея пойдет только с поверхностными корнями в посадку. Ну, здесь, как говорят, либо пан, либо пропал. Для того, чтобы не было восходящей инфекции, так, я туда вот так все. Чтобы не было восходящей инфекции со ствола вверх к шейке растения, нужно найти чистую ткань. И кто-то, знаете, говорят, что не надо ничего отрезать, все пусть так и остается, пересаживают с такими же проявлениями и с нехорошим таким видом ствола растения. А потом очень часто происходит, я вам могу сказать, что много чего не показывается. Я вам все показываю. Вот, поэтому здесь даю такие глубокие пояснения. Здесь вроде как уже все хорошо. Сейчас уберу вот эту темноту. И на запах. Тоже не нравится. Не нравится. Поднимаемся выше. Так, что здесь? Вообще ничего не нравится. Да. Сейчас с этой стороны гляну. Вот здесь.
Сейчас, может быть, вот в этот уровень укоротить, попробовать еще. Запах, знаете, такой, он такой неприятный, он не грибковость, нет, вот болячка такая. Такая, знаете, вот когда органическая составляющая разлагается, вот так пахнет. Ну, здесь хорошо. Да, здесь уже все более-менее. Вот здесь чисто, а здесь не очень, видите? Да что ж, мне тут вообще, что ли, все срезать? Так, я принимаю решение остановиться. Я сейчас что буду делать? Хотела корневую в провикур замочить, но вы знаете, что-то я целесообразности вообще в этом не вижу. Здесь я сейчас, знаете, что буду делать? Беру топсин, но я буду делать это вне камеры. Топсин М, фунгицид, который обладает широким спектром воздействия на разные инфекции орхидей. И вот начиная от самой зеленой шеи, прямо вот здесь, и пошли полностью ствол орхидеи я замажу топсином. Я сняла еще один лист, все-таки как-то он меня настораживал. Все, я беру орхидейку, прям вот как она есть, вот так. И опрыскиваю разведенным составом Double Face с прилипателем для лучшего эффекта. Опрыскиваю все. Здесь нужно сделать акцент в том числе и на то, чтобы вода с препаратом очень хорошо покрыла все плоскости листьев, затекла в пазухи. Вот так. На цветоносы обязательно. Я их убирать не буду. Объясню почему. Цветоносы пойдут у меня, получается, в уровень посадки низкой. И для того, чтобы мне не навредить орхидеи, давайте чуть вот так повыше подниму. Корневой тоже сейчас всю шею, все пропрыскаю. С одной стороны и с другой стороны. Оставляю орхидею на час. После того, как у меня подсохнут все части растения, я обработаю шейку топсином М не разбавленным. Кисточкой аккуратненько покрою все. Целый день я сегодня провозилась с этой орхидеей, но мне необходимо было подождать, пока растение после обработки подсохнет. Вот топсин, пожалуйста, по всему уровню ствола растения. Все зачищенное, все красивенькое, все классное. Я пролечила ствол точечно неразбавленным топсином М. Обработала орхидею Double Face. И после всех обработок орхидея сохла 4 часа, даже чуть побольше, что-то 4,5. Вот сейчас я уверена в том, что препарат на стволе полностью высох. И все, вот сейчас уже можно пересаживать орхидейку. Кстати, я ее покрывала топсином после обработки Double Face, не давая растению высохнуть, чтобы у меня вот здесь вот эти вот места на стволе были влажными и как бы распущенными, волокна, чтобы они не были сухими, для того, чтобы дать хорошее проникновение в глубину топсину, этому фунгициду. Все, объяснила вам. У меня горшок совсем маленький для этой орхидеи. Вы мне спросите, зачем я обрабатывала инсектоакарицидом. Когда сняла лист, мне показалось что-то там такое, остатки, то ли это от мертвых клещей, то ли от чего. Но я перестраховалась и еще разок. Так, у меня 0,6 горшок двойной. Как показывает практика, расположение растения в составной грунт с триферном дает шикарный результат для наращивания корневой системы, особенно если она очень-очень слабая у орхидеи. Поэтому я повторяю эксперимент. Хочу вывести этот эксперимент, знаете, дать ему какую-то определенную системность, потому что все-таки на 2 растениях результаты хорошие. Я хочу иметь возможность
проэкспериментировать на большем количестве орхидей, чтобы вы все это видели. Смотрите, у меня рыжая кора, вот это не влагоемкая, не обработанная, на дне стаканчика. Давайте вот так уберу. Я беру кокосовое волокно, увлажняю его, кладу на керамзит. За счет него я достигаю необходимой аэрации нижнего уровня посадки. Беру орхидею, но смотрите, корни на длинном стволе, я убирать не хочу их, потому что мне сейчас нужно вытянуть растение, выиграть время, чтобы она у меня не ушла в потерю тургора мощную. Я вот этими корнями постараюсь запустить процесс ростовой на этой орхидейке, не удаляя вот эти корешочки. Сейчас крайне аккуратно, давайте, нужно, знаете, вот как я люблю это делать. Вначале завожу те воздушные, с которыми мне будет сложнее справиться. Потом я завожу основные корни, выравниваю орхидею и попытаюсь сейчас еще вот эти уложить. Вот, видите? Вот так. Ниже располагать шею в посадку я не буду. Я уже объяснила свою точку зрения. Все. Орхидейка на кокосовом волокне, ствол шеи в верхнем уровне. Я делаю заполнение посадки вот такой компоновкой. Здесь у меня 50% коры орхиаты фракции 9-12 плюс 50% триферна. Субстрат, в котором, я вам могу сказать, орхидея совершенно не теряет тургор при маленьком количестве корней. Это что-то. Знаете, вот ни за что не... Слушайте, а может мне вот это опустить, а? Смотрите, я его запустила в посадку. Вот. Это делается очень быстро. Добавляется грунт в посадку, протрясывается горшочек. Заметила, что когда я добавляю триферн, не идет отрицательное развитие в посадке экосистемы, в отрицательную сторону, то есть она не уходит. Замечала, поэтому я вам про это обязательно считаю необходимым озвучить. И дальше добавляю грунт. Шейка находится, смотрите, где. Вот она заканчивается где-то в 1/3 верхнего уровня посадки. Трамбовать ничего не нужно. Все, я все добавила. Теперь я ставлю палочку. Видите, чуть-чуть приподняла уровень шейки и втрясла туда орхидею. Палочка для фиксации орхидеи. Там, где нет корней, будем смотреть. Наверное, лучше здесь. Вот. Все. Фиксация растения обязательно, чтобы она не бултыхалась, чтобы та корневая система, которая появится в верхнем ярусе шеи, врастала в посадку. И стабилизация растения в посадке должна быть обязательно. Все. Когда поливать буду, ну пусть она еще стволиком там подсохнет своим обработанным. Сегодня уже поздний вечер. Полью завтра утром. Ну, полив с триферном, в триферне, он вот такой. Опрыскивание по поверхности посадки и все. Триферн очень быстро оставляет на себе воду. Давайте посмотрим, как корни легли. Здесь, конечно, в триферне они не очень хорошо видны. Аэрация нижнего слоя видна, что там много воздуха, особенно вот здесь. Работа с растением закончена. В этом видео было сконцентрировано решение множественных проблем. Надеюсь, для вас это будет очень полезным, актуальным, познавательным. И вам пригодится, потому что проблем на наших орхидейках возникает великое множество. Желаю вам здоровья, благополучия, всего вам самого-самого наидобрейшего. Всем пока-пока, до новых встреч!